Всех приветствую на канале Антон Ситников. Сегодня у нас на обзоре конденсаторный аппарат для точечной сварки Secure SQ SV3. Этот аппарат предназначен для сварки никелевых лент и сборки аккумуляторов на литий-ионных ячейках 18650 или 21700. Преимущество конденсаторного аппарата заключается в его быстрой зарядке и высокой мощности. На моем канале уже есть видео про сборку аккумулятора, но там я использовал самый дешевый сварочный аппарат на MOSFET-транзисторах, подключаемый к свинцовому аккумулятору. И, к сожалению, он сгорел после 2 использований. Точечная сварка от Secure выводит сборку батарей на новый уровень. Забегая вперед, могу сказать, что на сварку всей батареи у меня ушло около 30 минут, и это очень быстро. Давайте пробежимся по комплектации и характеристикам. В комплекте есть все необходимое: 2 вида сварочных щупов, набор инструментов, зарядное устройство и даже моток никелевой ленты. Технические характеристики. Выходное напряжение 5,6 вольт, выходной ток 2500 ампер, толщина сварки стальной никелированной ленты до 0,5 мм, толщина сварки чистого никеля до 0,3 мм, толщина сварки медной пластины до 0,2 мм. Сварочный аппарат можно использовать как источник питания с быстрой зарядкой для батарей до 6S. Итак, давайте приступим к испытаниям. Попробуем подобрать длину импульса и сварить никелевую ленту толщиной 0,15 мм. Теперь попробуем то же самое, но с лентой 0,2. Как мы видим, длину импульса пришлось увеличить, но SV3 с легкостью справился с этой задачей. Старайтесь выбирать оптимальное время импульса, чтобы лента хорошо прилипала, но не прогорела. Сегодня мы будем собирать батарею 13S8P на ячейках 21700 от компании ECIG емкостью 5000 мАч. Параллельно в серии у нас будет 8 ячеек, а последовательно 13, итого 104 ячейки. Номинальное напряжение на выходе 48 вольт, а общая емкость 40 тысяч мАч. Для сборки я распечатал на 3D принтере специальные холдеры. В них удобнее собирать батарею, и холдеры обеспечивают изоляцию ячеек друг от друга. Ссылку на 3D модель вы найдете в описании. Вставляем ячейки поочередно по 8 штук в линию, переворачивая плюс и минус. Теперь усиливаем сборку армированным скотчем. Приступаем к сварке. Сначала я свариваю параллели, затем определяю, где будет минус и плюс, и там усиливаю в 3 слоя. Далее начинаем приваривать последовательные соединения. Важно учитывать силу току, снимаемую на выходе. Толщины ленты и количество перемычек должны быть достаточными для вашей сборки. У меня здесь 8 перемычек, что должно обеспечить ток 80 ампер, так как одна лента выдерживает 10 ампер. Делаю отводы для балансировочных проводов и завершаю сварку.
Далее приступим к установке БМС-платы. Хорошо изолирую место установки БМС-платы и приклеиваю ее на двусторонний скотч. Мы установим Smart BMS-плату от ANT. Она имеет Bluetooth и выход под кнопку включения-выключения, что нам сегодня и потребуется. Припаиваем силовые провода от B- на минус батареи. Примеряем провода балансировки и подключаем их по схеме. Далее я припаиваю силовые провода 10 АВГ на плюс и удлиняю провод на минус. Запаковываем батарею изоляционным картоном и обжимаем термоусадкой. Герметизируем края батареи компаундом. Теперь необходимо настроить BMS-плату и активировать выход управления для кнопки. Кнопка должна быть с фиксацией. Когда контакты замкнуты, BMS-выключатель включает MOSFET. Когда разомкнуто, MOSFET выключены. Так, все, разобрался я с этим свечом. В
крайние контакты — это кнопка, получается. Но контакты надо держать. То есть, когда держишь контакты, мосфеты замыкаются, отпускаешь, мосфеты размыкаются. Заходим в параметр Set, Factory Parameters, и дальше пункт Function Set. Выбираем Choose, и вот галочка 8, Weak Current Switch. Здесь Confirm, потом Settings и сверху Save. Все. Вот такой интересный обзор у нас получился. Сварочный аппарат мне очень понравился. Скорость сборки батареи вышла на новый уровень. За время эксплуатации аппарат не нагрелся и стабильно выполнял свою работу, поэтому я могу смело рекомендовать его к покупке. Обязательно поставьте лайк и напишите свой комментарий. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!